Настоящая находка для тех, кто ценит вкусную выпечку. Эти пушистые и воздушные булочки покоряют с первого укуса. К теплому молоку добавляю одно яйцо, желательно комнатной температуры. Список продуктов для этого рецепта вы можете найти в описании под этим видео. Немного перемешаю и добавляю сухие дрожжи, сахар, соль. Очень много зависит от качества дрожжей и муки. Берите у проверенных фирм-производителей. Растопленное сливочное масло. Пока вы просеиваете муку, дрожжи немного постоят. И должна появиться легкая пенка, или как еще говорят, шапочка. Уже сейчас от того, появится эта шапочка или нет, можно сказать, насколько хорошо поднимутся ваши пампушки. Постепенно добавляю муку и замешиваю некрутое тесто. В миску наливаю немного масла и смазываю хорошо стенки и дно. Кладу туда тесто, накрываю пищевой пленкой и ставлю подходить в теплое место без сквозняков на 25-30 минут. Это время можно увеличить или уменьшить. Главное, чтобы тесто поднялось в 2-2,5 раза. Разделяю тесто будущих пампушек на равные части. Для этого можно воспользоваться весами. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк после просмотра видео, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Тесто складываю в шарик. Форму для запекания смазываю растительным маслом. Перекладываю пампушки в форму. Накрываю полотенцем и даю подойти еще 10-15 минут. Приготовлю намазку для пампушек. У чистого укропа удаляю крупные стебли и нарезаю помельче. Холодная кипяченая вода, растительное масло, 3 чайные ложки соли, чеснок, выдавленный через пресс, нарезанный укроп. И хорошо перемешиваю. Булочки подошли. Смазывать яйцом я их не буду. Отправляю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут. Учитывайте особенности вашей духовки. Румяные, высокие. Сразу горячими смазываю чесночной смесью. Осторожно, очень воздушные. К любому супу или борщу. Кстати, несколько идей первых блюд и легких в приготовлении мучных прикусов оставлю в заставках и в описании под этим видео. Приятного аппетита!